Всем привет, дорогие друзья! Посмотрите, какие у меня кулоны замечательные. Получила с сайта AliExpress и уже тороплюсь сделать украшения. Был у меня и третий кулончик, но уже я сделала украшение и его купили. Был он у меня с прозрачным камнем и сделала я с жемчужными бусинками. И остались у меня два. Посмотрите, какие красивые кулоны. Вот такой высокий. Здесь, как вы видите, много отверстий, как мне это нравится. И здесь бейл уже литой, он не двигается. Здесь много внутри, наверное, цирконий, я так думаю. И вот у меня цвет под аметист и второй такой желтенький. Можно и применить цитрин, но таких бусин у меня нет прозрачных цитрина. Буду использовать то, что у меня есть. Ну а к этому кулону у меня есть вот такой аметист. Бусинки 4 миллиметра. Хорошо подходит, я думаю, по цвету. И вот такие бусинки у меня еще есть. Аметистовые. Посмотрите. Я думаю, будет хорошо смотреться. Конечно, будет фурнитура под серебро, как кулон. А с этим кулончиком будет фурнитура под золото. И вот такие бусинки у меня есть. Это стеклянные бусинки. Ну, неплохо смотрится. Цвет подходит под вот этот вот камень. Ну и буду использовать вот такие еще бусинки у меня есть. И что у меня еще есть? Вот такие бусинки есть. Написано, что это каменные бусины у продавца. Я уже не первый раз покупаю в этом магазине. И уже показывала вам хорошие бусинки, качественные. И давно пользуюсь этим магазином. И вот такие два украшения у меня получатся. И хочу поделиться с вами идеей интересной. Сейчас я буду делать, наверное, аметистовое и покажу, как. Подготовила я все материалы. Тросик я буду использовать самый тоненький, 0,30. И вот в бейл проводим тросик. Здесь я не хочу ставить никаких протекторов. И вот так вот у нас будет начало. Ставлю колпачок и потом бусинки. Наверное, после первой бусинки я поставлю кримп. И вот так вот буду закреплять. Но немного поближе. Немного будет, чтобы движение. Сильно вплотную не надо, чтобы двигались бусы. И теперь кримп ставлю. Даже кримпы хорошего качества у меня. Зажали хорошо. И я всегда переворачиваю и ставлю обжимную бусинку. Такие у меня бусинки 5 миллиметров. Чтобы соединение было всегда сзади. Его не видно будет. И зажимаю. Зажимаем хорошо обжимную бусинку. И теперь я набираю бусинки. Вот так получается. И хочу проставить вот такими бусинками. Сейчас посмотрю, как они будут выглядеть между бусинами аметиста. Обрезать можно ювелирный тросик. Обрезать так, чтобы потом бусинку мы надеваем и кончик тросика был в бусинке. Так выглядеть будет намного лучше. И он не будет выглядывать. Теперь я буду набирать бусинки. И вот так у меня получилось. Красиво смотрятся эти бусинки. Вот такие резные. И теперь мне надо закрепить кримп. Между бусинками я буду ставить. Ставлю колпачок на последнюю бусинку. И здесь у меня протектор. Проводим это все обратно. Тросик ювелирный. Опять колпачок в кримп. И подтягиваем ювелирный тросик. Не перетянуть. Здесь надо место оставить обязательно для обжимной бусинки. Вот так примерно я оставляю. И сейчас зажимаю. Я думаю, достаточно будет. Так, и теперь обжимную бусинку. Такие хорошие бусинки обжимные. Цвет у них приятный. Это я не помню, или нержавеющая сталь. Я оставлю ссылку, посмотрите. Они прям такие плотные и трудно зажимаются. Металл твердый. Есть такие мягкие. Надавишь и все. И она уже формируется. Здесь надо несколько раз туда-сюда нажимать, чтобы закрыть эту щель, чтобы не было ее видно. С двух сторон вот так нажимаю
Ну и вот так получается. Ну и теперь обрезаем тросик поближе, чтобы его не было видно. И вот такая часть уже готова. Здесь я прикреплю с этой стороны, что я прикреплю, удлиняющую цепочку, нержавеющая сталь, колечко берем. Потом придумаю что-нибудь подвесить на окончание цепочки. Вот так. Хотя у меня где-то есть буква Е, мой логотип. И поставлю, наверное, здесь на цепочку. Можно удлинить украшение будет. Еще не знаю, какая длина получится. И вот так окончание у нас готово. С другой стороны будет карабинчик. Вот такой. Так, теперь вторую сторону делать будем. И один ряд я уже набрала. И вот так у меня получается. Этот хвостик у меня будет побольше. Второй я сделаю, наверное, поменьше. Сейчас я покажу как. Вот так я поставила на окончание вот такую бусинку. Решила я их поставить. Можно здесь, конечно, и подвески какие-нибудь прикрепить. Я сначала думала вот такие звездочки, но можно здесь что-то другое сделать, потому что и такие могут переворачиваться и камнями назад смотреть. Мне это не очень нравится, поэтому были бы капельки какие-нибудь без камней, было бы намного круче. И вот так у меня между бусинками кримп я поставила. Потом бусинку и стопорную я ставлю бисеринку. В этих бусинках такое отверстие большое, посмотрите. И я думаю, как раз бисеринка провалится в это отверстие. Вот так. И не будет отверстия видно. И теперь кримп ставлю и зажимаю. И надеваю шапочку уже маленькую, не такую, как здесь. 5 миллиметров, здесь у меня 3 миллиметра. Вот. Всегда нужно иметь столько фурнитуры, много всех размеров, чтобы были шапочки и колечки, и все всегда идет в дело. Вот видно вам, да, здесь у меня бусинки 4 миллиметра, и получается вот такая обжимная бусинка. Вот так. И набрала я бусин чуть меньше, чем на этом хвостике. И теперь я провожу тросик уже рядом. Как вы видите, здесь у меня проведен тросик, а теперь я провожу вот здесь. Вот так. И вот так у меня получилось. Я поставила вот такой коннектор. Сейчас покажу поближе вам. С двумя отверстиями. Как раз для маленьких бусин хорошо, посмотрите, смотрится. И скрепляет 2 ниточки. И будет здесь впереди, наверное. Сейчас я посмотрю. Наверное, еще надо снять бусинку. Одну мешается, так как здесь, чтобы полукругом лежало. Ну, примерно вот так, да. Как вы уже видите, вот получается красота. И теперь я до конца наберу бусинки, сколько мне нужно. И будем потом ставить карабинчик. И теперь ставлю я вот такой вот коннектор маленький на 2 вывода. Вот так у меня полукругом немного получилось. Поставила я кримп, потом бусину и колпачок маленький. И теперь мне нужно второй ряд провести в протектор и обратно. Провожу я тросик в обратную сторону. В бусинку попасть надо. Отверстие позволяет проходить. Я прохожу еще вот так. Теперь подтягиваю все. И подтянула я так, чтобы движение было у тросика. Здесь протектор не проходит в отверстие. Они очень маленькие. И примерно оставляем для обжимной бусинки. Зажимаю бусину и надеваю обжимную. Сейчас я ее закрою, зажму хорошо. И вот такое окончание получилось аккуратное, красивое. Можно было, конечно, и поставить протекторы отдельно, потом колечки на протекторы и потом подсоединить коннектор. Ну, я думаю, коннектор не протрется, здесь острого ничего нет. И вот теперь можно уже присоединить карабинчик.
Вот такое колечко у меня нержавеющая сталь. Здесь отверстия маленькие в этих коннекторах. Но вот это колечко проходит. И вот так получается. И украшение готово. Сейчас покажу и второе вам. И вот такие два замечательные украшения у меня получились. Вот так желтая выглядит. Здесь я тоже поставила коннектор с большими бусинками. Тоже оригинально получилось. Вот так можно сделать с кулоном. Такое украшение необычно. Поставить кулон. Мы же любим что-то необычное, рукодельницы, придумывать. И вот так использовать кулон. Но кулон должен быть, я уже показала, какой, с отверстиями. Можно его использовать и так, я думаю, два ряда поставить. Ну, а здесь можно съемный какой-нибудь кулон придумать. Так тоже можно. Ну, конечно, можно и поставить его, как обычно, по стандартному. Просто подвесить на цепочку или придумать бусики. Ну, а так тоже смотрится оригинально. Я думаю, вам понравится такая идея, напишите. Ну а если кто-то уже и делал такие украшения, тоже пишите. Мне будет интересно ваше мнение. Такие украшения у меня в наличии. Здесь фурнитура вся качественная, премиум качество, как мы называем ее. Смотрите фотографии, будут в конце видео. Пишите комментарии, мне интересно всегда ваше мнение, жду. Ставьте пальчики, если понравилось. И не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен. Я с вами не прощаюсь, до скорых встреч!